D6 320. D6 320. Да, D6 320. И что это такое? Это вот такая вот серая непонятная хрень. А если честно, это карман для жесткого диска. Да, это карман для жесткого диска от TerraMaster. Очень крутая штука. На самом-то деле с USB-шечкой 3.2 на 10 гигабит. Очень быстрая. С активным охлаждением. Смотрим. Оператор, пожалуйста, камера. Вот такая вот с диким охлаждением. На 6 отсеков, смотрите. На 6 отсеков 3.5. Пожалуйста, с поддержкой Smart. Мы здесь, знаете, специально, как мы тестируем? Мы сюда засунули 2 диска поврежденных, один с релоцированными секторами, другой уже все там мертвых 200 секторов, третий вообще там должен погаснуть, потому что он уже на издыхании, кстати, 2.5 SSD-шка. Короче, но он все увидел, можно использовать его вместе с NAS. Вот чтобы вы поняли, у меня есть TerraMaster NAS на 10 гигабит, классная штука. Вы его просто включаете вот сюда вот в TerraMaster, вот сюда вот воткнули и все. И у вас получается отличные расширения на 132 терабайта, потому что каждый диск может быть по 22 терабайта. При этом это могут быть не просто 3.5 диски, это могут быть вот такие вот 2.5 SSD-шечки. Пожалуйста, воткнули, вот, все. Вот так вот он выглядит внутри, покажи. Покажи вот это вот конкретное действие. Теперь смотрите. Можно, как это все крепится? Вы думаете, там что-то заморачиваться надо? Щелк. Все, вы вставили, он защелкнулся. Все. Это все, что вам нужно. Да, SSD-шки нужно прикручивать на винтики. Я здесь на 2 прихватил для того, чтобы вам показать. При том, что у него есть умный режим, и он его гасит, если вы к этим дискам не обращаетесь. При том, что еще его можно подключать к телевизорам, это они сами заявляют, к ТВ-боксам, к роутерам, к простым компьютерам, да и вот даже к телефону подключал. Он определяется, главное, чтобы диски нормальные были. Если диски плохие, то уже вы там, конечно, ваш Android сойдет с ума чуть-чуть, когда вы будете смотреть. Ссылка в описании под видео. Еще подписывайтесь, кстати, нажимайте колокольчик. Сейчас мы пойдем его тестировать немножко. В принципе, тут тестировать. А знаете, что еще прикол? Я же их подоставал. А вы знаете, что я это могу делать даже когда он работает? Потому что у него hot-swap есть. Горячая замена. Ваша, пожалуйста, вы просто взяли, у вас диск вышел из строя. Давайте все это повставляем. Я, навел какого-то беспорядка. Вот. Вставили, защелкнули. Смотрите, как это все делается. Вставили. А ну давай, показывай, лисичка. Смотри. Вот так вот. Щелк. Так вот, раз, защелкнули. Сами по себе карманы сделано в формате полноценного большого NAS, но это хранилище. Да, без поддержки RAID, да, вот такое вот оно очень-очень простое, но это эффективное средство хранения больших объемов. Работает в основном с TPC бэкапер или TCP бэкапер, уже не помню, фирменный TerraMaster NAS, ну, его как бы рекомендуется как полная совместимость, вы можете использовать с любым бэкапером, можете бэкапить сюда все что угодно. И скорость, кстати, 1018 мегабайт в секунду, это заявлено от них. Мы на SSD-шке получали 500 мегабайт в секунду на одно устройство, вообще не вопрос. Теперь в комплекте у нас вот такой вот блок питания TerraMaster. А ну-ка смотрим, насколько на 120 ватт. Пожалуйста, можете запитывать все что угодно, то есть засовывать сюда все что угодно. Я имею в виду диски. Есть Type-C на Type-A кабель. Есть фирменный Type-C на Type-C от TerraMaster быстрых. Целые наборы. Смотрите, сколько у нас винтиков. Можете закрутить их, я не знаю, все. Даже отверточку фирменную положили. Вот за это спасибо. Также у нас есть, смотрите, здесь вот такая вот штучка. Сейчас я вам покажу. Смотрите, такой волшебный пакетик. Смотрите, мы взяли. У нас вот есть подложки, видите? У нас есть подложечки. Если необходимо, чтобы не было контакта металлической части с диском. Ну, то есть, грубо говоря, вот этой штуки с диском. То есть вы используете подложки. Здесь прям показано, что эти подложки необходимо использовать. Мы, конечно же, такие отрави, пришей, кобыле хвост, короче, скажем так. Делаем все на бум. Вообще шучу. Ребят, классная штука. Переходим и тестируем. Там же сделаем уже выводы.
Первонаперво мы проверяем, конечно же, взаимодействие с NAS сервером. Просто включили, потом уже будем на компьютере смотреть. И тут вот про те два диска, которые я поломанные говорил, они не поломанные, они уже просто там с релоцированными секторами. Мне интересно, насколько он это все дело увидит. Я, конечно же, подсоединил к TerraMaster, хотя можно подключать к любому, он в принципе будет совместим со всем чем угодно. Идем сразу же в USB устройство, потому что мы его под USB устройство нам предлагают, кстати, USB копии сразу установить, но это у TerraMaster там фирменное приложение для бэкапинга. Так, два диска, мы видим 6 дисков, все 2 диска конкретно он выдал предупреждение. Если мы нажмем на предупреждение, мы увидим статус Smart. И вот, пожалуйста, он показывает, прям вот у нас есть, ну, короче, у нас в одном диске есть, видите, некорректируемые 200 секторов. Так что по одному диску понятно, сейчас по второму посмотрим. И здесь есть релоцированных 98. Идеально. Он это дело видит. При этом с этими дисками мы можем делать что? Мы можем их форматировать. То есть, если мы нажмем форматировать, можем выбрать в различную систему FAT32, X4. Все. Тут как бы полная совместимость. Именно NAS серверы, он подходит идеально для NAS серверов, как пул хранения отдельный для бэкапинга. И тут вообще вопросов нет. Да просто можете использовать как пул, да, там. В частности, вот, пожалуйста, мы видим, у нас один диск там всего лишь размечен, мы видим сейчас файлы, которые есть на этом пуле. Один диск я всего лишь сейчас покажу уже в винде. А теперь дальше, давайте закрываем это все дело и переподключаем его. А ну, Леночка, мне нужен Type-C на Type-C, который у него в комплекте. Включаю в него Type-C-шечку и Type-C-шечку в мой, скажем так, у нас вот тут вот есть высокоскоростной, не надо. Вот сейчас мы включаем, да. Хотя у TerraMaster есть шикарные кабели в комплекте, у нас тоже есть не хуже. Так, и он просит отформатировать диски, которые мы подключили. Мы сейчас все пока сбрасываем. Один диск открылся, один диск у нас с данными, напомню. Теперь, что мы с вами делаем? Идем для начала в управление дисками. Кстати, его же можно подключить ко всему чему угодно. Я его подключал к ТВ-боксам. Открыли управление дисками и видим здесь у нас все 6 дисков. 4 из них не релоцированные, один у нас в RAW, я его с другого. Мы можем там удалять тома, пожалуйста, мы удалили том. И можем, он на 128 гигов, все один на 500, и все остальные на 500 и один на терабайт. То есть он работает со всеми дисками. Ну давайте мы создадим какой-то том, в принципе создадим простой том. Назначим букву Е ему и будет у нас вот, пожалуйста, еще один диск. Короче, ребят, обыкновенные хранилища, ну не совсем обыкновенные, а с активным охлаждением. Не надо его даже форматировать, потому что он сейчас у нас появится, мы на нем... все, вот он уже появился. Обыкновенный диск. Мне интересно, знаете, что сделать? Есть такой прикольный тест, мы скопируем... сейчас парочку больших файлов с одного диска на другой. Но так как у нас там диски низкоскоростные, вот, пожалуйста, у нас еще 500 мегабайтный появился. И, это нормальная скорость, 100 мегабайт в секунду с одного на второй перекатывать вообще беспроблемно. Ребят, отлично, отлично. Сейчас мы еще с вами сделаем вот этот вот диск. Давайте создадим простой том и посмотрим его скорость. Конечно же, сейчас протестируем максимальную скорость, которая возможна, потому что мы туда засунули 2.5 SSD. Все, вот он сейчас форматируется, откроется. Все, и сюда мы тоже вставим. И посмотрим на скорость. Здесь уже 192 мегабайта в секунду. Потому что SSD-шничек. Правда, это максимальная скорость чтения с большого. Но мы должны с вами посмотреть его скорость однозначно. Давайте на дискмарк. И сейчас влупим этот диск на чтение. И посмотрим на максимальную скорость. Где он у нас тут? На 128 гигов. Стартуем. Чтение, скорость. Кстати, пока он там чего-то делает, мне интересен еще один момент. Мы сейчас создадим простой том еще один. Давайте, создаем сейчас все тома, короче. Пока тут... 500 мегабайт в секунду. Максимальная скорость чтения, он ограничен всего лишь скоростью чтения вот этого вот SSD диска. И по факту, если мы поставим 6 SSD дисков, то мы с вами, сейчас рассчитаем. Все, мы видим, что ты там создаешь диски, мы молодцы, конечно. Смотрите, 500, если у нас там 10 Gbps, это мы можем получить 1250 мегабайт в секунду. То есть фактически одновременно вы можете копировать, переносить, контроллер у него позволяет. Это все-таки TerraMaster, по скорости моих вопросов вообще не возникает. Сейчас мы пока создаем еще один том. Кстати, мне интересно, что мы тут можем с вами сделать? Ничего не можем больше сделать, это обыкновенный, скажем так, носитель.
Давайте складной том сложим. Интересно, из 2 томов он даст сделать складной том на букву J? Вот просто не знаю, скорее всего нет. Ага, базовые диски на динамические. Очень интересно. Сейчас посмотрим, что у нас получится. Сможет ли Венда на нем это дело поднять. Ну и по скорости. Мне интересно чтение. Сейчас подождем. Вообще отлично. Слушайте, классный карман. К ТВ-боксам, представляете, подрубили к ТВ-боксам и создали себе огромный какой-то... Ну нет, операция не поддерживает, то есть данный карман не поддерживает динамические диски, к сожалению. Ну, тут есть как есть, я должен был это показать. Мы должны это с вами обговаривать. Давайте сделаем еще пару простых томов, чтобы у нас все было с вами красиво. На запись 372 мегабайта идет, ну там ограничено конкретно нашим диском SSD 2,5, поэтому сатовским, SATA которым. Все 6 дисков есть, а теперь еще смотрите какой эксперимент. Вот да, там при подключении к андроиду вопрос. Сейчас мы отключили. При подключении к андроиду я сейчас вам даже включу запись экрана. Так, включил запись экрана. Смотрите, открываем файл Explorer и вставляем наш диск. Вот этот вот диск огромный и ждем, обновляем. Так, все, смотрите, сколько дисков повалило, сразу все носители, смотрите, сразу все носители, вот они, пожалуйста, у меня есть в моем смартфоне, поэтому можем откладывать и смотреть. Знаете что, я хочу посмотреть то, что они заявляются на сайте продавца. Так, D6 320 внешний корпус, 6 жестких дисков, USB 3.2 Gen 2 10 Gbps, высокая скорость. Так, смотрите, как они говорят. Фактическая скорость 1016 мегабит, то есть то, что мы рассчитывали 1200 теоретических, 1016 мегабит в секунду при 6 установленных жестких дисках. Можно установить 6 дисков, на сколько? На 132 терабайта. Можете сюда влупить 6 дисков по 22 терабайта, и такое у вас будет нифига себе хранилище, поддерживает SSD-шки. Кстати, там King Fast есть даже, я в шоке. Поддерживает HDD-шки 3.5, и видите, ну, в принципе, это мы все с вами видели, как оно выглядит вместе. Подходит к NAS, подходит. А, кстати, у него есть интеллектуальный режим спящим. Если не обращаться к диску, то он будет их усыплять. Очень интересная тема. Автоматическая система защиты и охлаждения. Кстати, работает с автоматическим резервным копированием TPC Backuper. Это фирменное приложение, которое используется TerraMaster. Кстати, оно полностью совместимо, поэтому мы его рекомендуем. На Алишке такое чудо стоит $329. Недешево, но ссылки я закинул вам в описании под видео. А вы, пожалуйста, подписывайтесь, нажимайте колокольчик. Мы рекомендуем данную штуку. Ну а с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.